Хвостовое оперение находится не на своем месте. У нас тут немножко лишнего есть. То есть зашпаклюем крой, перекроим. И наполнением внутренним. Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео продолжаем собирать истребитель Первой мировой войны Альбатрос Д-3 в масштабе 1:32. И займемся фюзеляжем, так сказать, вплотную. Для начала необходимо переделать всю расшивку на фюзеляже. Ну, то есть она немножко широковата все-таки. Это не претензия к производителю. Технологически это сложно сделать. Это лично мои предпочтения, что крой должен быть вот как можно тоньше. Методом шпаклевания и потом резания сделать это не получится, потому что шпаклевки предрасположены к тому, что если по ним применять метод резания или процарапывания, начинают крошиться по краю. Это нехорошо. Будет рваный такой зубастый край. А мы поступим по-другому. Будем заклеивать весь крой. Вот такой вот пруток у нас имеется. Из полистирола, естественно. Диаметром 0,5 мм. Конечно, можно и потоньше. 0,3, 0,4, 0,3 было получше. Но, как говорится, что приобрел поблизости, тем и будем пользоваться. То есть переклеим, заклеим весь крой, а потом уже, когда все высохнет, аккуратненько процарапаем его по новой. Использовать будем клей молекулярный, вот он перед вами, вот такого плана, для того, чтобы прихватить этот пруток, да, вот в начале, например. А продолжим, естественно, клеем, который, так сказать, не нуждается в представлении, как вы понимаете, томия, высокотекучий или, как говорится, затекающий, ну, одно и то же, по сути дела. И таким образом вклеим пруток во все, так сказать, ямочки, скажем так. Ну, давайте приступим, собственно. Капнем его этого клея, да, вот так вот. О, какая красота! Да, уж. Ну вот так примерно это все выглядит.
Ну вот. Таким вот образом это все у нас происходит. Точно так же поступим со второй половиной. Ну, в общей сложности вторая половина тоже готова. Теперь все это необходимо оставить на 24 часа, чтобы хорошо все просохло. Потому что полистирол, который размягчился клеем, особенно вот полистирол модели, он очень мягкий. Полистирол прутка потверже будет. Так вот, полистирол серый должен, конечно же, хорошо просохнуть. Ну, чтобы все затвердело, вернулось в свое изначальное состояние. Итак, сутки. Ну, а для вас время пролетит практически незаметно. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Прошло больше суток. Это даже хорошо. Ну и вот так это все подсохло. Теперь нам необходимо, естественно, срезать заподлицо все выступающие части, так сказать, вместе с лючком, вместе с остальными вот вместе с остальной имитацией чего бы то ни было. Сделаем простой инструмент. Переламываем. Аккуратно, естественно, чтобы не порезаться. Раз переломали, да? Теперь переламываем еще раз. Пополам примерно. Получаем вот такой вот закругленный нож. Ага. Это нехорошо. Ну, что так? Проблема. Вроде ж полистирол. Да. Это ж полистирол, полистирол. Ладно, потом вернемся к этому. Ты посмотри. Ладно, исправим молекулярным клеем тогда такое дело. Ничего не поделаешь.
Ну, в общей сложности черновая обработка закончена. Предварительная. Точно так же необходимо поступить и со второй половиной. Давайте быстро это сделаем. Хорошо. Ну, вторую половину тоже, так сказать, грубо обработали. Вот так это выглядит сейчас. Наведем немножко порядок на рабочем месте. Вы видите, что здесь слишком много опилок. И дальше приступим к финишному зашкуриванию. Ну, собственно, давайте это и сделаем. В итоге у нас получается, что есть некоторые участки, например, вот здесь, вот, от которых отделился приклеенный проток. Вот здесь, как уже сказал, и вот здесь. Да, предлагаю ради эксперимента вытянуть литник из, скажем так, платы модели и попробовать этим самым пластиком модельным заклеить вот эти вот, так сказать, неудачные моменты. Главное, чтобы он не слишком тонким получился, потому что нам тонкий не нужен. Ну и оп. Все, больше не будем тянуть. Ага. Все. Так, что нам подходит? По толщине имеется в виду. Да, это будет нормально. Хорошо. Раз. Это два.
Хорошо. В общем, примерно так это выглядит. Ну, естественно, необходимо все это оставить на 24 часа. И потом проведем наш эксперимент. Прошло 24 часа. Все затвердело, все просохло. Давайте попробуем, как будет резаться полистирол, который мы вытянули непосредственно от, так сказать, модельный пластик. Да? Опять инструмент простейший сделаем. Перегнем, поломаем. Вот таким образом. Нет, другая сторона, да, вот это вот, под правшу. Вот здесь вот у нас получается закругленный нож. И что будет? Режется, режется. Вроде режется. И не отслаивается. Не отслаивается, не отслаивается. Ага. Ну вот видите, вот так оно должно было бы быть. Значит, белый вот этот полистирол, имеется в виду проток. Вот он. Ненадлежащего качества, то есть, скорее всего, он слоится. Как такое может быть, не знаю. Ну, факт остается фактом. Ладно, жалко, конечно, так получилось. Посмотрим еще, как оно будет кроиться по этому белому полистиролу. Ну, давайте, так сказать, доделаем. Замечательно срезается. Аккуратно, красиво, без проблем. Совсем другое дело, елки-палки. Аккуратно, да? Да. Хорошо, следующее. Ну вот так, быстро и аккуратно, без, как говорится, проблем. А что из этого следует? А из этого следует, покупайте материалы у проверенных производителей, да? а не у безымянных. Потому что кто это производил, я сказать вам не могу. Ну, вот такие вот небольшие сложности возникли. Итак, далее будем все зашкуривать. Придавать, так сказать, уже окончательный, ну, более-менее окончательный вид. Для этого нам понадобится следующее. Наждачная бумага, естественно. В данном случае крупность у нее 1000. Начнем с нее, посмотрим, как получится. Дальше есть вот такой вот самодельный инструмент, вернее приспособление, называется сухарик. Потом у нас вот такая вот кювета. Для чего? Потому что будем шкурить при помощи
воды, вернее, использовать воду. Создадим раствор, так сказать, для прошкуривания. Это очень просто. Обыкновенное моющее средство, какое вот у вас есть, найдется на кухне. Да? Ничего такого сложного. Буквально одна капля. Раз. Хватит. И вода. Из-под крана. Вот хватит. Дальше. Необходимо отрезать наждачную бумагу вот по ширине нашего, так сказать, сухарика. Ну, вот так здесь. И вот так здесь. Да? Просто-напросто необходимо размочить наждачную бумагу. Погрузить ее в раствор. Перемешаем, чтобы все-таки эта капля моющего средства перемешалась с водой. Заодно и, как уже было сказано, размочим эту самую наждачную бумагу. Пусть полежит. Это необходимо для того, чтобы сэкономить эту самую наждачную бумагу, потому что при обработке полистирола она забивается моментально. Ну вот она становится мягкой. Это хорошо. То, что нам нужно. Вот таким образом прикладываем. И вот таким образом зажимаем. Получается вот такое приспособление. Продолжим со второй половиной. А куда нам деваться-то? Ну, в общей сложности более-менее все у нас прошкурилось. Это у нас одна половина. Это у нас вторая половина. Ну, дальше можно приступать к нанесению кроя. Наведем порядок на рабочем месте и приступим, так сказать. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan работает по почте с 1995 года. Представляет на своих страницах 40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой.
Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. Расшивку будем наносить согласно чертежу, который у нас есть. Вот тут уже можно видеть, что начало, небольшое начало уже положено. И, кстати, производитель дал расшивку неправильно, если верить чертежу. А почему начало положено? Потому что на канале есть видео, которое называется «Шаблоны для расшивки». И там, в этом видео, подробно показана техника нанесения этого самого кроя. Заходите, посмотрите. Это полезно будет, кому интересно. И вообще, заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приводите коллег, делитесь ссылкой, в конце концов, ссылками на этот замечательный канал. Вот. А мы, подписывайтесь, кстати, я уже сказал, да? А мы просто возьмем и будем заниматься делом, скажем так. Можно использовать линейку, естественно, для этого дела. Вот по прямой, если мы кроим. Но линейка, она длинная, она неудобная, она ездит. Если у вас есть короткая, тогда можно использовать. Но в данном случае это неудобно. Поэтому можно изготовить линейку самостоятельно. Такую мягкую. Вот есть алюминиевая фольга. Вы видите. И давайте эту самую линейку доизготовим. Пусть она будет там 20 миллиметров. Да. 20 много. Нет, 20 много. Давайте сделаем 15. 15 будет то, что нужно. 15 миллиметров все-таки. Выставляем линейку таким образом, чтобы верхняя риска, вот она на линейке, и нижняя риска лежали по краю заготовки. И тогда у нас получится срез параллельный вот этому срезу, что, в общем-то, нам и нужно. Хорошо, отметим. Есть. Дальше. Резать необходимо таким образом, чтобы не получился бортик. Вот если мы сейчас положим сюда линейку, начнем резать, вот на нашей, скажем так, рабочей части линейки, которую мы сделаем, вот здесь вот останется бортик возле среза. А он нам не нужен, естественно. Поэтому переворачиваем вот таким образом. И вот режем, положив линейку, скажем так, на ту часть, которую нам необходимо отделить. Сформулировал. Хорошо. Давайте внимательнее посмотрим. Вот он есть. Вот он наш виднеется. А здесь его нет. Поэтому, если бы мы резали наоборот, этот бортик был бы вот здесь, в этой части. А он нам не нужен. Наждачная бумага крупностью 1000, как вы можете видеть. Все, готово. Бортик есть с этой стороны. Давайте его срежем, что ли.
Этим же ножом аккуратно как бы соскоблим. Вот он начинает, вот вы можете видеть, начинает срезаться. Это буквально чуть-чуть нужно приложиться. Аккуратно. Наша импровизированная линейка по факту готова. Хорошо. Возьмем наш чертеж. И сейчас, естественно, как вы понимаете, очень важно точно все замерять. Начнем вот с этой линии. Пусть она будет у нас основная. Ну, или с этой, кому как удобно. Я бы хотел с этой линии начать, от которой потом будем отталкиваться. И карандашиком просто проведем ее вверх, вот выше, да. Можно и вниз потянуть, так сказать, насквозь, да, через весь фюзеляж. Вот она. Теперь вот у нас есть расстояние. Вот по этому расстоянию будем ориентироваться, чтобы провести первую, так сказать, вертикальную линию. А между этими линиями у нас, ну, по факту 1 миллиметр. Итак, нам необходимо от вот этого среза отступить 1 миллиметр. И вот так отметим. Вот теперь нашу линеечку берем. И проведем линию, где-то наш миллиметр, вот он, которая параллельно крою от производителя. Вот он, что у нас выходит. То есть насколько ровно он получится. А ну-ка. Давайте будем кроить. Использовать можно вот такую вот тонкую, очень тонкую иглу. И наносить крой будем методом процарапывания. Итак, наша линейка. Вот она. Прикладываем. Чем удобство ее, да, она мягкая. Так прижали, и все. И она стала облегать фюзеляж. Что очень даже удобно. Вы можете это видеть. В несколько проходов начинаем это самое процарапывание. Слегка естественно. Упираемся в нашу линейку, в край нашей линейки. Иначе игла уйдет в сторону сама по себе. И ровной линии не будет. Торопиться не нужно. Да. Да. Крой должен быть тоненьким, ну, то есть не широким. И вместе с тем иметь достаточную глубину, чтобы потом туда, после покраски, как я уже говорил в том видео, о котором было упомянуто выше, туда попала эта самая смывка. И тогда этот самый крой будет хорошо виден. Я думаю, что достаточно. Да? Да. О, вот он появился. Ну, скажем так, ого, это переборщил, в смысле по глубине, можно было и меньше. Появилась, так сказать, борозда, которая нам и нужна. Но есть один важный момент. Пластик по краям этой самой борозды, справа и слева, он поднялся.
И если сейчас взять шкуркой и обработать, он обратно может закрыться. Ну, часть пластика снимется, но в любом случае он закроется обратно. И это нашу борозду прикроет. Вот чтобы этого не случилось, сейчас сделаем с вами простой инструмент. Очень простой. Это обыкновенное лезвие для бритья. Берем вот так вот и переламываем. Потом берем еще раз вот так и переламываем. Теперь у нас есть две половины. Для правшей эта половина не подходит. А вот эта половина то, что нам нужно. Потому что резать, как по мне, удобнее на себя. Если вы левша, допустим, тогда вы в левую руку берете вот эту половину и тоже режете на себя. В чем суть? А суть заключается в том, что вот у нас получился такой вот полусогнутый нож. Можете видеть даже. И им очень удобно срезать эти самых два бортика. Что мы сейчас давайте и сделаем. Так, аккуратно. Срезаем. О, вот они пошли. Сейчас два волоска, так называемых. Ой-ой-ой. Вот они. Мы их просто срезаем. О, о, о. Да. Еще есть. Раз можно пройтись. Ну, то есть фактически, как говорится, бреем наш крой. Бреем расшивку, скажем так, да. Ой, это я углубился, ай-яй-яй. Да, это немножко углубился. Ну, не страшно, потом при прошкуривании все равно это все нивелируется, скажем так. Все. Прочистим немножко. Наверняка что-то попало, имеется пластик, да? Вот так аккуратно. И вот крой наш готов. И таким образом сейчас сделаем всю модель. Так, будем считать, что получается, ну, не 25, а получается 24,6. Угу. Так, я думаю, хватит. О. Ну, дальше уже будет сложнее, потому что относительно ровная поверхность у нас закончилась. А теперь необходимо наносить по криволинейной. Для этого будем применять шаблоны, которые рассматривались вот в вышеупомянутом видео.
В общем, там в том видео вы можете полностью ознакомиться. А сейчас просто будем применять их, да и все. Вот такой штихель. Ну да. Вместо этой иголочки пока ее отдельно ставим и попробуем нарезать. Хорошо. Вроде ничего не забыли на этой половине. Ну, а, собственно, дальше точно так же поступим с другой половиной. Давайте приступим. Здесь нужно будет чуть поправить. Ну, это мы уже сделаем тогда, когда
соединятся две половинки фюзеляжа. Потому что вот данный крой необходимо будет продлить, если уже две половины будут приклеены друг к другу. Так будет точнее. С этой стороны тоже. Ну и некоторые нюансы, которые не совсем хорошо получились. Потому что, по сути дела, это, скажем, такой эскиз кроя. Уже доведем до ума. После того, как зашпаклюем, зашкурим, должно все получиться хорошо. Ну, вот таким образом наносится крой. Вы это могли видеть. Один из способов. Может, у кого-то есть другой способ и другие способы. Но было показано, как мне удобнее всего это делать. А дальше приступим к наполнению кабины пилота. Давайте начнем.